Мы рассматриваем кризисы, через которые Мартин Лютер, как я сказал, проходил каждые 5 лет. Мы уже поговорили о кризисах 1505 и 1510 года, а этим утром мы перейдем к 1515 году. Я не буду касаться ни 1520 года, когда папа отлучил Лютера своей буллой «Excurge Domini», ни великого кризиса 1525 года, когда он обручился с Катариной фон Бора. Это история для другого случая. Но я думаю, что важнейший кризис, который определил всю жизнь Лютера, а также стал поводом для всей реформации, случился в 1515 году. В 1507 году, как мы помним, Лютер в Эрфурте был наделен саном священника. В 1510 году он отправился в Рим. Но все остальное время он провел в Эрфурте, изучал богословие и библеистику для получения докторской степени. В 1510 году Фридрих Кюрфюрст Саксонский открыл новый университет в Виттенберге и стремился поначалу собрать наилучший преподавательский состав. Поэтому он взял Лютера, так сказать, в аренду в Эрфурте, чтобы тот пару лет почитал лекции. Он также привлек Филиппа Меланхтона, Карлштадта, Йонаса и еще нескольких человек. Лютер после 2 лет преподавания в Виттенберге вернулся в Эрфурт. Затем он снова приехал в Виттенберг и продолжительное время читал лекции по псалмам. В 1515 году, после окончания этого цикла лекций, он начал преподавать послание к римлянам. Я ссылаюсь на 1515 год, но об этой дате идут споры. Некоторые ученые говорят, что все происходило в 1512 году, а другие, что в 1519. Но большинство сходится на периоде между 1514 и 1515 годами. Чтобы не нарушать свою теорию о кризисах каждые 5 лет, я буду говорить о 1515 годе. Но как бы то ни было, Лютер готовил свои лекции по посланию к римлянам. Он читал трактат Августина о букве и духе, который был посвящен главным образом другим вопросам, а не посланию к римлянам. Но в этом трактате Августин ссылался на римлянам, 1 главу, 17 стих. В предыдущем стихе Павел пишет, что он не стыдится Евангелия Христова, а потом говорит, в нем, то есть в Евангелии, праведность Божья открывается от веры в веру. Праведный верою жив будет. Лютер сказал, что вся его религиозная карьера была посвящена попытке постичь идею справедливости Бога. Больше всего на свете он боялся справедливости Бога. Этого, по его мнению, должен был больше всего бояться каждый человек. Я предостерегал своих студентов, не просите Бога о справедливости, а то вы можете получить просимое. Лютер ненавидел справедливость Бога, а теперь ему нужно было подготовить лекции на стих, который говорил об откровении справедливости или праведности Бога, и который заканчивался словами «праведный верою жив будет». И вот он читает Августина, который пишет, что праведность Бога, о которой Павел говорит в послании к римлянам в 1 главе, это не праведность самого Бога, а праведность, которую Бог дает людям, которые сами по себе неправедны. Позвольте мне повторить последнюю мысль. По мнению Августина, Павел в послании к римлянам 1 главе пишет о праведности не как о качестве Бога, не как о том, что присуще самой природе Бога. Он пишет о другой праведности, о той, которую Бог по благодати дарует тем, у кого ее нет.
Другими словами, мы видим здесь в зародыше лютеровскую идею о вменении праведности Бога или праведности Христа верующему, которое происходит посредством веры. Как мы позже увидим, Павел очень подробно раскрывает эту тему в последующих главах послания к римлянам. Но открытие Лютера заключалось как раз в идее вменения. Мы сами по себе неправедны, но Бог считает праведными всех, кто доверяется Христу. Потому что когда они доверяются Христу, праведность Христа передается или засчитывается, или вменяется верующему по вере. Лютер сказал, когда я понял, о какой праведности Павел пишет в послании к римлянам, для меня словно распахнулись двери рая, в которые я и вошел. Он рассматривает этот момент как момент обращения, как обретение спасительной благодати. После многолетних мучений и безуспешных попыток найти мир в отношениях с Богом, Лютер, по его словам, вдруг словно переродился. И он обрел мир с Богом, о котором Павел пишет в 5 главе послания к римлянам. Поэтому теперь вы можете понять, что значило для Лютера на экзистенциональном уровне противостоять целой лавине критики и вражды, которая обрушилась на него со стороны и мира, и церкви, и поначалу даже со стороны коллег по университету. Он смог выстоять, потому что он пережил спасение. Он не собирался разменивать спасение ни на что другое. Он также сказал, что это открытие заставило его перечитать псалмы по-новому, переосмыслить их полностью. Лютер стал видеть оправдание по вере буквально на каждой странице Библии, вплоть до самого Нового Завета. Новое прочтение библейских отрывков подтверждало его понимание, а также понимание Августина до него, 1 главы послания к римлянам. Таким образом, еще до того, как возникло широкое движение, реформация или семя реформации было посеяно в личном опыте Лютера. А далее, в 1517 году, произошло то, что мы обычно считаем началом реформации. Лютер прибил 95 тезисов к церковным воротам в Виттенберге, потому что он был недоволен продажами индульгенций. Чтобы понять суть этого события, давайте несколько минут уделим его предыстории. В 1513 году князю Альберту из рода Гогенцоллернов, жившему в соседней области под названием Бранденбург, было 23 года. У него был старший брат, который мечтал о том, чтобы династия Гогенцоллернов стала самой влиятельной в Германии. В 1513 году 3 епархии того региона оказались вакантными, а именно архиепархия Магдебурга, епархия Гальберштадта, а самое главное – архиепархия Майнца. Тот, кто становился архиепископом Майнца, фактически становился папой Германии. Я хочу сказать, что это была вершина церковной власти в масштабах целой страны. По задумке старшего брата, Альберт должен был занять должности во всех 3 епархиях. Он должен был быть одновременно архиепископом Магдебурга, епископом Гальберштадта и архиепископом Майнца.
Чтобы добиться поставленной цели, надо было купить эти должности у папы. Я уже говорил, что в тот период папство достигло дна коррупции за всю свою историю. Был папа Юлий II из рода Борджиа, за ним последовал папа Лев X, отлучивший Лютера, а он был из рода Медичи. В то время симония расцвела пышным цветом. Симония получила название от Симона Волхва, о котором упоминает Новый Завет и осуждает его грех. Он увидел чудеса апостолов и хотел купить у Петра Святого Духа, на что Петр, как вы помните, сказал: «Серебро твое да будет в погибель с тобою». В общем-то, Петр в вежливой форме сказал ему: «Иди ты со своими деньгами в ад, мы ничего не продаем». Поэтому появилось слово «симония» из-за того, что Симон Волх пытался купить силу Святого Духа. В интересующий нас период церковной истории практика продажи церковных должностей была весьма распространена. А Альберт, конечно, пытался воспользоваться этим. Помимо библейского запрета симонии, канонический закон Рима также запрещал эту практику. Во-первых, нельзя было занимать больше одной епископской должности в одно и то же время. А Альберт хотел получить 3. Во-вторых, он был слишком молод для посвящения в сан епископа, ведь ему было всего 23 года. Но для папы самое главное были деньги. Состоялись переговоры между представителями Альберта и папой, а также прямая встреча Альберта с папой. И он смог получить все 3 епископата. 2 архиепископства и 1 обычное епископство. Сумма сделки составляла порядка $250 тысяч. Когда дело дошло до покупки епархий, Альберту пришлось торговаться с папой. Например, текущая цена на архиепископство в Майнце составляла 12 тысяч золотых дукатов. Но папа дополнительно к этой сумме хотел получить от Альберта еще 12 тысяч дукатов. И он говорил: «Отдавай мне то, что должен». А Альберт отвечал: «Нет, я предлагаю 7 тысяч, то есть 1 тысячу за каждый смертный грех». Однако папа считал, что должен получить 1 тысячу за каждого из 12 апостолов. В итоге они сговорились на 10 тысяч, по 1000 за каждую из 10 заповедей. Но Альберту все равно надо было занять денег для этой сделки. В то время в Германии был крупный банк фугеров. Поэтому фугеры участвовали в осуществлении сделки между Альбертом и папой. Они нашли деньги, дали их Альберту, тот отдал их папе за епархии, а фугеры, в свою очередь, договорились с папой, что он позволит им собрать деньги для оплаты епархии. Именно таким образом начался проект с индульгенциями, который возглавил Иоанн Тетцель. На протяжении нескольких столетий в римско-католической церкви развивалась концепция индульгенций, которые сокращали время нахождения в чистилище или позволяли сразу выйти из него. Была также полная индульгенция, которая покрывала все грехи отныне и вовеки. Индульгенция была привязана к таинству покаяния, смысл которого я раскрою позже, а также к совершению эпитемии, необходимой для восстановления спасительной веры. Эпитемия обычно заключалась в произнесении определенного количества молитв: «Отче наш» и «Авва Мария». Эти молитвы произносил Лютер во время своего римского паломничества, когда взбирался по священной лестнице в Лютеранской церкви, чтобы получить индульгенции.
В эпитемью также включили милостыню. То есть человек должен подавать милостыню, чтобы восстановиться в состоянии благодати. Опять же, позже я скажу об этом больше. Сейчас лишь отмечу, что церковь хотела собрать денег для того, чтобы закончить строительство собора Святого Петра, который начал Юлий II. А затем у него закончились деньги, и фундамент зарос травой. Лев X, желавший завершить стройку, санкционировал массовую продажу индульгенций. Следует понимать, что церковь требовала, чтобы грешник подавал милостыню в качестве эпитемьи искренне, от всего сердца. Церковь отрицала, что спасение можно просто-напросто купить. Спасение как бы купить нельзя, но индульгенции можно, если человек делает это с правильным расположением сердца. Таким образом, Альберт, папа и банкиры Фугеры договорились запустить весь этот проект с индульгенциями. Рим назначил Тецеля своим представителем и отправил с папской буллой по немецким провинциям объявить о продаже индульгенций. Тецель был великим продавцом. Он не считал зазорным использовать разные приемы, поэтому добился успеха. Продажа индульгенций была обставлена с большой помпой и пышностью. За несколько недель до появления папских легатов в город или в деревню приходил посланник, который сообщал: в следующем месяце, в такой-то день, представитель папы будет здесь, и вы сможете приобрести индульгенции, если дадите соответствующее подаяние. У них даже была тарифная сетка, сколько индульгенция стоила для знатного человека и сколько для крестьянина. Для каждого вида ремесла был свой уровень оплаты. Но суть в том, что они посылали гонцов вперед. И когда наступал назначенный день, в городе появлялась большая святая процессия, во главе которой несли папскую буллу, покоившуюся на подушке, вышитой золотом, или бархатной подушке, и все было похоже на приехавший в город цирк. Все жители сбегались на городскую площадь и становились в очередь, чтобы купить индульгенции для своих родственников. Мы не знаем, правда это или нет, но легенда гласит, что Тецель использовал такой лозунг: «Лишь только монета дна ящика коснется, душа из чистилища тут же унесется». То есть, как только вы покупаете индульгенцию, душа сразу же освобождается. Все это происходило в провинции, граничившей с областью, где жил Лютер. Индульгенции были настолько популярны, что верующие из прихода Лютера отправлялись в соседнюю область, покупали индульгенции у Тецеля, возвращались в Виттенберг с папскими бумагами и махали ими перед лицом своих друзей, говоря: «Смотрите, все мои грехи прощены». Лютер, как пастор, был в ужасе от этого, потому что он знал, что некоторые из этих людей были негодяями и мошенниками, мирскими язычниками. Именно поэтому из пасторских соображений он хотел обсудить этот вопрос со своими коллегами по Виттенбергскому университету. В то время для организации академической дискуссии надо было вывесить тезисы для обсуждения на научном совете, и они не предназначались для широкой общественности. Вот почему Лютер написал их на латыни. Он написал 95 тезисов,
прибил их на ворота церкви в Виттенберге и тем самым пригласил своих университетских коллег к обсуждению индульгенции и всей системы, построенной на них. Эти тезисы попались на глаза некоторым предприимчивым студентам, которые пришли от них в полный восторг. Без ведома и санкций Лютера они перевели латинские тезисы на немецкий язык. И благодаря недавно изобретенному печатному станку Гутенберга смогли размножить эти тезисы, и через 14 дней, то есть через 2 недели, этот документ был в каждом городе, деревне и хуторе Германии. Начался просто лесной пожар. Поэтому принято считать, что вот тогда-то все и началось. Карл Барth, размышляя об этом, сказал: «У Лютера не было намерения вынести эту проблему на суд общественности. Он собирался обсудить ее лишь со своими коллегами». Барт использовал интересную метафору. Слепой человек взбирался по лестнице на колокольню, споткнулся и, чтобы не упасть, вытянул руку и схватился за первое, что попалось под руку. А это оказалась веревка, привязанная к церковному колоколу. Неожиданно церковный колокол зазвонил и разбудил всех жителей города. Таков был эффект от этих тезисов. Но не только вся Германия встрепенулась. О тезисах вскоре узнал и Тецель, и Альберт, и оба доложили о 95 тезисах в Рим папе Льву X. Папа отмахнулся от этого, мало ли что написал пьяный немецкий монах. Но поднятый шум только усиливался. И вот, наконец, Лютеру пришлось предстать на суд на Императорском соборе в Вормсе в 1521 году, где от него потребовали отречься. А он сказал: «Вы требуете от меня отречения, вы требуете от меня прямого ответа. Я не могу отречься, если меня не переубедит Писание и здравый смысл. Я не могу отречься, потому что моя совесть находится в плену у Слова Божьего, а идти против совести неправильно и опасно. На сем стою и не могу иначе. Да поможет мне Бог». А остальное, как говорится, история. На следующей лекции я хочу, чтобы мы рассмотрели контекст римско-католического подхода к оправданию в целом и поняли, почему вообще возник скандал, связанный с индульгенциями. Я считаю, что лучше всего мы поймем протестантский, реформатский взгляд на оправдание, если рассмотрим его в исторической перспективе и сравним с римско-католическим взглядом. Если угодно будет Богу, мы перейдем к этой теме в следующий раз.